Абсолютная триада утверждает себя в трех аспектах бытия. В бытии едином и нераздельном, синтезе всех потенций, в единстве бытия совокупности своих объективированных потенций, эманированных вовне интегрального единства, как единичные квазинезависимые аспекты, и в бытии в каждом отдельном своем аспекте. Звучит как древний философский лабиринт. Переводим на современный язык. Любая сложная система существует сразу в трех слоях. Первый слой — потенциал. То, что еще не проявилось, но уже возможно. Второй слой — поле вариантов. То, что уже начало разворачиваться как система. Третий слой — конкретный аспект. То, что стало состоянием, выбором, действием, реакцией. И вот здесь начинается психология. Человек часто страдает не потому, что у него есть противоречия, а потому что он застрял в бинаре, в режиме или-или. Или контроль, или хаос. Или близость, или защита. Или быть сильным, или быть слабым. Или выбрать себя, или потерять любовь. Но древний принцип триады говорит: две противоположности сами по себе редко дают целостность. Нужна третья форма. Не компромисс, не серединка, а новый уровень сборки. Например, не контроль и не слепое доверие, а ясные границы. Не холодная независимость и не растворение в другом, а близость с сохранением себя. Не страх и не насилие над собой, а движение с опорой. Вот что такое Тернер современным языком. Третья форма, в которой конфликт перестает быть войной и становится новой архитектурой. Поэтому главный вопрос не «какую сторону выбрать?», а точнее, какая третья форма может вместить оба полюса. Потому что зрелость начинается там, где психика перестает метаться между крайностями и создает новый режим. Бинер дает конфликт, триада дает выход. И если ты сейчас застрял между двумя решениями, возможно, тебе нужен не выбор одного полюса, тебе нужна третья форма.